Как объяснить подруге, что я не хочу ее впускать в дом? Моя подруга делает явные знаки внимания моему мужу. Мне это не нравится. Смотрите, в чем здесь каверзность этого вопроса. Как объяснить подруге? Вы немножечко уже не свободны в этом. Вообще вы не обязаны ей объяснять. Здесь важно почувствовать один момент. Есть люди в нашей жизни, с кем мы всегда будем соединены некой ниткой связи. Кто в нашей жизни не временно, а навсегда. Приведу пример. Все, что является отношениями детско-родительскими, то есть родитель и ребенок, это связь навсегда. Даже если человек умирает вдруг, то он все равно остается в такой вот родовой связке, то есть у меня все равно был этот предок, у меня все равно была бабушка, несмотря на то, что она уже умерла. То есть она все равно останется моей бабушкой. Поэтому ваши родители всегда останутся вашими родителями, ваши дети всегда останутся вашими детьми. И здесь, когда речь идет о том, что какая-то проблема, конфликт в детско-родительских отношениях, действительно полезно задумываться, уделять внимание тому, а как же объяснить тому человеку, что что-то не так, и я хочу с ним как-то дистанцироваться, например. Если мы говорим о людях, которые не являются нашими вот этими самыми близкими родственниками, кровными, являются знакомыми, подругами, коллегами, то изначально важно чувствовать свое право вообще ничего не объяснять, если вы не хотите. Или если вы просто не умеете, вы не обязаны это уметь. Или вы прямо сейчас не знаете, как объяснить это, вы не обязаны это объяснять. Очень важно, полезно чувствовать свое право. И понимать, что вот родственные отношения, они в нашей жизни всегда. Даже если мы с каким-то своим прямым родственникам, типа мамы, папы, не общаемся вдруг. Очень много есть примеров, где ребенок в какой-то момент принимает решение не контактировать со своим родителем. Окей, он имеет на это право, но он все равно остается вот в этих отношениях детско-родительских на уровне взаимодействия энергии, на уровне самоощущения. А все остальные отношения, типа подруга, знакомый, коллега, это всегда временные отношения. То есть детско-родительские это постоянные. Один раз случилось, родились, все. Есть эта взаимосвязь. Подруга временная. И вот сколько время это будет, решаете только вы. Поэтому в любой момент вы имеете право, если вы чувствуете, что подруга становится вам опасна, что ее приход к вам в дом чем-то вам угрожает, в этот момент прям можете осознать, что все, время этой дружбы закончено. Ну, потому что зачем иметь рядом с собой человека, от которого исходит угроза, если она реально исходит, или даже вы просто чувствуете так. Дружить нужно с теми, с кем рядом ресурсно, хорошо, кто вас чем-то питает, наполняет. Там, где нам небезопасно, где есть угроза, ресурс, все, мы теряем его. Зачем такие друзья нужны? И совершенно не важно объяснять ей. Если это легко получается как-то проговорить, и вам хочется, сделайте это. Если есть в этом месте какой-то затык, не получается, не тратьте на это ресурс, не напрягайтесь. Просто дистанцируйтесь, то есть здесь есть варианты, и вам выбирать. И не тратьте даже слишком много ресурсов на то, чтобы выбирать. Сделайте, как вам проще. Какие есть варианты? Я могу действительно сказать подруге что-то, например, ты знаешь, я заметила, что ты как-то на моего мужа смотришь. Может быть, это мой глюк. Я сейчас ни на чем не настаиваю. Не думай, что я тебя обвиняю. Нет, я не знаю, как есть на самом деле, но я так заметила и почувствовала. И мне от этого некомфортно. И поэтому я решила какое-то время не общаться. Сори. Можете не говорить ничего. Это второй вариант, допустим. И просто сойти на нет. Знаете, так оттягивают иногда, режут хвост по частям. Она там предлагает что-то, вы сегодня не могу. Она, давай встретимся, ой, я сейчас занята. Ой, ты знаешь, там я в работе вся, ой, я вся в учебе, ой, там я вся в семье. Потихонечку, когда вы не отвечаете на приглашение, много времени человек от вас сам отваливается. Но я, например, не выбираю такой путь. Почему? Потому что вы тоже тратите свой ресурс на это. То есть вас все время дергают, а вы тратите в ресурс на то, чтобы
подстроиться под ситуацию, где-то немножечко обмануть, приукрасить, что-то соврать. Если вам комфортно это, ваше право так сделать. Если вы тоже тратите на это ресурсы, вам некомфортно, ваше право выбрать другой вариант. Можете просто сказать, что является менее социально адаптивным. Ну, я, например, иногда выбираю такой вариант, так проще. Просто сказать в лоб открыто, как есть, пусть человек немножко даже будет шокирован, просто сказать: слушай, я что-то подумала и почувствовала, что не хочу больше поддерживать отношения, и даже не знаю, как тебе это объяснить, и, наверное, не надо ничего объяснять. Извини, но я больше с тобой не дружу. То есть я могу вот так прямо в лоб человеку сказать. Почему? Потому что я взвешиваю, что я потрачу на это. Да, я буду выглядеть немножко, может быть, непонятно, нелепо, несуразно для человека, но это будет длиться 3 минуты моей жизни. И дальше я там положу трубку, или это будет СМС, и все. Человека просто убрала из своей жизни. Нет проблемы, убрала, нет проблемы. Пусть это будет 3 минуты какой-то нелепости для кого-то, может быть, человеку будет непонятно мое поведение, может быть, даже мне будет немножечко некомфортно, но это 3 минуты, я выбираю вот так, вы можете выбирать другой какой-то вариант. Даша пишет: спасибо за ответ, подтвердили мои мысли, но мне надо учиться заканчивать дружбу, у меня с этим сложно. Да, видимо, есть чувство вины какое-то. Чувство вины, оно абсолютно всегда вредное. Вот вина – это то чувство, от которого 100% нужно избавляться. Не бывает в жизни ситуации, где чувство вины может быть полезным. Оно никогда не полезно. Оно всегда человека как болото засасывает. Поэтому если сложно закончить дружбу, потому что есть внутри чувство вины, то это место, которое точно нужно прорабатывать, ликвидировать, помогать себе там.